решил записать несколько кадров именно в вечернее время суток, как выглядит авто. Секундочку. Пристегиваемся, не забываем пристегиваться всегда в темное время суток. Итак, подсветочку включим. Конечно, подсветочка так себе, без. То есть кнопки управления стеклопакетом, блокировка дверей. Здесь все остальные крест плохо видно, к сожалению, но есть. Я даже не буду включать специально все вот здесь кнопочки. То есть подсветка арматуры, стабилизация, то есть перемещение, полосы движения. Что тут еще есть? Вот так вот. Вот. Так, ну вот еще розетка, заправка, свет, настройка, все вот эти дела. Все это в подсвете. На руле следующие: телефон, менюшка. Что у нас тут еще? На правой стороне руля у нас круиз-контроль. Да, ну-ка, по-немецки говорят как темпомат, но это как бы... Так, что у нас такое? Так, здесь печка. Ну, как бы днем уже видели, но еще раз показать. Внизу здесь у нас коробка, наш DSG, двойное сцепление. Снизу вверх подогрев руля, сиденья, подогрев, потом идет охлаждение, то есть климат-контроль в сиденье. С правой стороны сверху вниз парковка, камера заднего вида, вот прям демонстрация, нажимаем ее и... нет, надо на драйв поставить. Когда стоит на драйве, нажимаю камеру, и я вижу, что сзади меня происходит. Если я на камеру нажимаю, так нажимаем камеру, и соответственно видно. Потом также идет для пассажира охлаждение сиденья, подогрев, и самая последняя, самая интересная кнопка, когда меняешь, именно меняешь, как она называется, правильно сказать бы, именно меняешь режим или модус передвижения. Вот камеру включаем заднего вида, когда рулем крутишь, вот желтая линия, то есть когда ты рулем, туда вот эти желтые, сразу видно, в какую сторону двигается наш автомобиль. Так, то есть переключением кнопки модус гибрид на электрогибрид, когда ничего не горит, у нас электромодус, когда автомодус, у нас сверху авто, и потом нажимаем гибрид модус, HEV, hybrid electro vehicle, то есть нижняя у нас бензин, сверху у нас аккумулятор синяя. У нас сейчас электричество, машина в принципе полностью заряженная. Именно я сейчас хотел в это время суток включить. Самое интересное показать вот здесь на мониторе, то есть как отмониторить вот этот весь гибридная установочка. То есть у нас есть вот такое меню. Сейчас 90%, 99 аккумулятора, 59 километров EV Reichweite, да, то есть электрического электровегикл Reichweite, где именно дистанция на электричестве 59. Если я выключу печку, сразу же у нас добавляется плюс 4 километра. То есть самый большой в этом автомобиле, кто жрет энергию, это печка. Вот сейчас у нас 63 километра, я включаю печку, сразу же 59, все. То есть печка, без разницы, даже, кстати, если у вас включен кондиционер или нет. Ну, у меня, в принципе, всю зиму работал. Вот сегодня первый раз за последние 3 месяца, сейчас я выключил кондиционер. Пускай отдохнет 5 минут езды. Так, и здесь как раз таки в этом режиме я вам хотел показать именно сейчас, когда я буду передвигаться. То есть у меня есть вот здесь Eco-B-Trip, нажимаю, здесь вся статистика, я могу смотреть, как я проехал, сколько проехал на бензине, сколько на электричестве. Расход 2,9, 6, 2,9 сразу видно, больше на электричестве ездил. 0,1, вот сегодня я проехал 36 километров, даже литра бензина не было. И вот это вот самая интересная картинка, классическая, такой вы встретите на любом приусе, но поскольку у меня не приус,
картинка все-таки имеется, надо просто в меню найти. И это именно написано Энергифлюс, то есть именно как бы про поток энергии, то есть куда бежит энергия или откуда его, да. То есть сейчас у нас первое, вот этот у нас бензиновый мотор, колесо, электромотор подомной и сзади аккумулятор. И теперь, соответственно, в какую сторону движется все. Вот я газ дал чуть больше, желтое загорелось, пошел расход бензина, и, соответственно, сразу же электромотор подзаряжает аккумулятор. Вот чуть больше газу, пошло оранжевое, да. Все, включаем круиз-контроль. Сейчас я включу круиз-контроль на 50. Находимся в черте города. 50. Нам пишет еще аккуратнее, снежинка. То есть у нас сейчас 4 градуса. После 4 начинает уже говорить, что может быть скользко, может быть мороз, аккуратнее. И вот так, в принципе, мы движемся. Сейчас синенькие идут вот от аккумулятора к электромотору и на колеса. Поскольку я еду на круизе 50 км в час и в гибридном модусе, ничего никуда не переключается. Я переключаю сейчас на полностью электро, написано внизу электромодус. Теперь автомобиль полностью электрический, то есть сейчас даже печка работает, и все равно бензина вообще ни грамма не уходит. Я еду сейчас чисто на вот этих вот, на электро, вот уже осталось мне 58, уже километр проехали. В смешанном цикле все время вот это плавает в зависимости от температуры воздуха на улице от 3 до 4 литров. Да, конечно, если ты проедешь, как от тебя требовал завод-изготовитель, они писали изначально, что этот автомобиль, ему нужно 1 литр и 100 грамм бензина на 100 километров. Все верно. Если вы зарядите автомобиль электричеством, если вы его зарядите полностью электричеством и проедете все вот эти вот 60 километров чисто на электричестве, плюс последние там 40 километров или 37 километров на бензине, у вас как раз таки вот этот 1 литр 100 грамм и выйдет, то на то и получается. Поскольку я ездил в смешанном цикле, специально, чтобы быстрее тосол нагрелся, сперва проезжаю на гибриде. На гибриде, когда машина ездит в гибрид модусе, это как сравнить можно просто, опять же, с нашей вот доброй старой Toyota Prius. То есть смысл в гибридном модусе, прям как и на Prius. До 50 км в час при несильном нажатии газа она, в принципе, еще держится, но чуть больше нажимаешь, перепрыгивает на бензин, и после 60 или 70 она уже больше едет на бензине. Но если ты, опять же, начинаешь как бы торможение автомобиля, соответственно, она переходит в электро. Сейчас я двигаюсь абсолютно на электрическом модусе. Вот стоит EV внизу, и вот здесь вот стоит EV зеленая. Все, теперь я еду абсолютно на батарее. Автомобиль может набрать скорость 136 километров в час чисто на батарее, без какой-то бензиновой помощи. Все это пробовал на магистрали. То есть вот мы проехали, у меня осталось 55, уже несколько километров проехал. А это, в принципе, уже даже нормально. То есть я пробовал последний раз на автобане, едешь 100 км в час, абсолютно адекватная скорость, 100 км в час, чисто на электричестве. Конечно, если будешь ехать 136, это максимальное, что он может, без бензина, без помощи бензинового мотора, то, конечно, там не будет никогда вам 63 километра, но 55 точно будет. Вот если я, допустим, езжу в нормально, то есть стоит 50, там 50, в зоне 70, там 74-75 стоит круиз-контроль, и как бы все равно автомобиль может, то есть проезжает довольно-таки хорошую дистанцию, то есть 58-59 километров, опять же с использованием кондиционера. Если же сразу же, как в начале видео было, кондиционер выключаешь, то есть у тебя плюс 4 километра. Вот сейчас мы набираем скорость к 100 и начинаем чуть больше разгоняться. Ему нужна тяга, он включает автоматически бензиновый мотор. Я на это никакое влияние не могу здесь создать, но как только он набирает скорость, начинает плыть, как бы, ну все, сейчас ему бензин чуть помогал, все. Сейчас мы едем опять чисто на электричестве.
хотя у нас уже 100 км в час. Чисто электричество, все. Большинство людей отпугивает цена, но есть, конечно же, вот эти вот плюсы все взять. То есть у нас последние 2 месяца очень сильно взлетела цена на заправке. И сколько на заправке ты денег отдаешь на бензин, допустим, да, и мне как бы так часто не надо ездить. И опять же, вот, когда бак полный бензина, сейчас у нас, конечно, не полный бак, да, а не хватает 523, осталось километра, но хотя там еще бензин как бы есть. Полный бак 820, иногда 840 километров, только бензин. Потом плюс еще электричество. И опять же, электричество, если я переключаю коробку в режим спорт, до 70 км в час она прям отлично заряжает. У тебя, конечно, будет расход бензина там 5-6 литров, где-то в этом районе, но у нас наблюдается прям обалденная такая зарядка аккумулятора. Ну, получается, 1 километр проезжаем на бензине, 1 километр нам заряда в аккумулятор. И это прям очень интересно. Но это, опять же, сколько я наблюдал, это было до 70, даже если до 80 км в час при разумном нажатии педали газа, скажем так, будем правильно говорить. Тут еще такая подсветочка синяя, красивая, очень приятно для глаз в темное время суток. Сейчас у нас идет эко-модус, уже говорил не раз. Переключаем коробку в режим спорт, сразу все красненькое, спортивное. Сразу у тебя показывает обороты мотора бензинового. И наблюдаем сразу же в этот же момент, когда на спорт переключаем, что мы едем сейчас на бензине. Все, мы едем на бензине. И как бы идет сразу же подзаряд аккумулятора. И это тоже отлично. Да, вот сейчас, то есть сейчас 53 километра. Сейчас мы проедем чуть-чуть. Вот все время идет Verbrennungsmotor, то есть бензиновый мотор. Идет на колеса подачи, на электромотор и на аккумулятор, соответственно, да. Сейчас проедем буквально такие километры, я вам покажу, что вот километраж именно прибавляется, то, что мы сейчас пользуемся именно бензином. В режиме спорт лепестки под рулем, они как бы для скорости. Вот, пожалуйста, 54, то есть мы проехали буквально такие вот, даже километр не проехали, и все равно уже получили заряд. Сейчас у нас осталось, теперь у нас 54, то есть мы сейчас едем на бензине, а плюс получили, у нас вот, соответственно, вот такая вот тема, да. Сейчас вот я проеду с километра еще, подзарядим, как бы, ну, нормально. И изначально автомобиль дорогой, как бы, в покупке, но во время эксплуатации, особенно после того, как ты делаешь первый сервис, первый раз поменяли масло, ты чувствуешь разницу, чувствуешь экономию. Да, у него, то есть, расход 4 литра, где-то 4,5. Прям, если прямо вообще уже там не смотреть сильно на экономию, да. Если я делаю это, опять же, вот с электро в перемешку, то есть уже, можно сказать, можно даже прям в хорошее время года спокойно этот вопрос решить и 3 литрами проехать 100 километров на 3 литрах бензина. Причем у тебя будет даже не выключая кондиционер, это можно сделать. Но, конечно же, да, не зимой. Зимой, скорее всего, это будет 3,9-4, летом можно. И вот, пожалуйста, еще плюс к этому всему, вот мы сейчас едем, уже продолжался 55. Двигается? Нет. Так, в принципе, здесь мне еще понравилась функция. Здесь у него есть информация на дороге, то есть там аварии, стройки, все связано, все, что по радио где-то передавали. Плюс к этому всему еще у нас здесь вот Live Ladestation, это то есть в режиме реального времени тебе показывают, где заправки электричества. Потом идет Live Parkplätze, тоже в режиме реального времени показывают парковки. И Live Tankstelle в режиме реального также времени показывает заправку. Прямо сейчас, чтобы много не разговаривать, открываем. Вот вам камера. Вот заправка, показывает адрес, километраж, сколько к ней ехать. И сразу же сбоку стоит бензин, литр. Сколько стоит на этой заправке в данный момент литр бензина. И вот это я называю Live. То есть это вот, пожалуйста, вот мы крутим, да. Вот адрес, идем направо. Здесь стоит литр бензина. Нажимаем на этот.
И получаем вот такие результаты, да. То есть я нажимаю здесь на адрес, вот так. Стоит адрес, цена на бензин, 1 марта, да. Сейчас, конечно, 2 марта, она просто, может, еще не обновилась, стоит номер телефона, все дела. А у автомобиля из-за этого есть интернет, как бы, но интернет это здесь сделан для того, чтобы ты смотрел YouTube видео какие-то, а именно интернет сделан для обновления софта навигатора. Он может, ну, как бы не сам именно софт, а именно вот эти вот фишечки, как вот цены на заправки, за это все вот как пробки на дороге там, да. Вот. И еще одна очень классная штучка есть в разделе медиа, когда мы не смотрим, когда мы не слушаем музыку, у нас есть такая штучка, как вот снежная деревня. То есть ты включаешь ее, и у тебя в колонках идет кто-то по снегу, да. Плюс вот это вот такие штуки. Есть вот живой лес, потом у нас есть море, дождь, кафе уличное, камин и опять деревня. Вот такие вот можно вещи, кроме как включить. Здесь вот информация по дорожным вот происшествиям или строечкам. Вот, пожалуйста, нам здесь закрытые улицы, здесь где-то стройка, если там пробки или еще какая-нибудь вещь, то есть или это сказали по радио, или это полиция была, все это будет здесь отображаться. Также вот Ляда Штацион, это именно где заправляемся, я могу заправиться электричеством. А для этого как бы автомобиля это одна из таких важных частей. То есть у меня вот, пожалуйста, есть 360 метров, 470, 650. То есть у меня уже в городе здесь очень много заправок для электричества, да, то есть в самом городе. Причем это не только открытые какие-то парковки, и даже на каких-то фирмах, если стоит розетка, я могу также спокойно подъехать и поставить там автомобиль на зарядку. Здесь еще вот, пожалуйста, есть вот это вот мы включали. Потом у нас радио, можно также здесь климат-контроль включить, вывести его на большой экран. У тебя вот такое первое положение. Если я добавляю, она здесь, соответственно, тоже добавляется. Да, синхронизация. У нас здесь стоит вот водитель, вот сбоку от водителя, и температура на улице 3, пожалуйста, все есть. Так, ну что еще? Apple CarPlay не включен. Как бы он, потому что здесь я поставил USB, у меня там несколько тысяч треков, мне хватает. Плюс к этому радио очень шикарное, можно выключить его, чтобы нам не прилетело. Радио шикарное тем, то, что дигитально, то есть приемник DAB, дигитальное вещание, радиовещание. И в основном мой навигатор, то есть вот этот большой монитор. Здесь у меня здесь тоже, кстати, вот это все монитор. Здесь экран 7 дюймов, здесь цоль, да, здесь вот 10, что такое. И он поделен, в принципе, всегда на две части. То есть одна остается радио, вторая вот я могу менять на навигатор, на радио, на погоду. И погода вот даже лучше, чем на айфоне. То есть смотришь погоду, сразу можешь посмотреть на 3 дня или на сейчас. И вот так вот крутишь, то есть компас есть, время и аккумулятор. Ну, как бы время тоже красиво сделали. Так, децент. Когда коробку переключаем, паркинг, так, задняя скорость, нейтральная, драйв. И в принципе здесь он еще вот в левом углу. Здесь, когда я пользуюсь коробкой, он отображается еще раз. Такие вот дела. Хотел показать вам такой режим разгона, когда вот он идет с нуля. Ну, как бы быстро набирает, соответственно, коробка DSG. Она дает о себе знать, то есть двойное сцепление. Кто думает, что DSG это как бы, ну, это что-то такое иное, это какое-то там, я не знаю, коробка, говорят, мне много говорили уже, что это коробка автомат. Нет, это не автомат. Коробка DSG, то есть с двойным сцеплением, это обычная нормальная механическая коробка. Ну, как бы не, она
коробка с двумя сцеплениями, переключаемая роботом. Вот так, правильно. Вот. И сбоку по новому софту отображается карта в реальном времени. Это вообще красиво. То есть дороги вот эти вот, да, и вот я поворачиваю, она тоже, соответственно, поворачивает, да, все работает, красота. Ну вот как-то вот так вот, такой небольшой маленький тур. Взял вас с собой прокатиться. То есть сейчас мы вот переключаемся на электричество, катимся. В принципе, очень, кстати, тихо, да. Единственное, вот шум колес, как зимняя резина, да, и чувствуется, что есть такое. А в принципе, так на летнем, когда летняя стоит резина, она прям такая очень тихая, шумов нету, и как бы поначалу было дико, но привыкаешь. И это такой вот, давно я видео хотел записать, потому что это был бы вот самый один из честнейших обзоров, потому что это, конечно же, ну, автомобиль, на котором я передвигаюсь в плохое время, как сказать, плохое время года, когда там дождь, снег и так далее, но это еще и плюс к тому, то, что, ну, большинство блогеры, вот эти все там автоблогеры, они получают вот такие автомобили, там им там дают покататься там на день, на два, и они автомобиль не знают, это факт. Они там на нем проедутся, на нем 10 минут, расхвалят его, потому что им там проплатили или еще что-то, но это вообще не серьезно. А если ты на автомобиле передвигаешься как таковой, вот, пожалуйста, тут у меня есть, то есть 2 года я на нем сейчас передвигаюсь, автомобиль был абсолютно новый, сейчас у нас 33 тысячи километров, то есть 33 тысячи километров я проехал, ну, сам, можно сказать, да, там, кроме меня несколько человек были за рулем, и 2 раза машина была на сервисе. В принципе, и за 2 года пользования только 1 раз мне пришлось обратиться по гарантийному сроку, и это чуть-чуть другой уровень. Но вот в плане экономии, то есть, ну, поскольку мне не 65, как бы еще на нем, в принципе, удобно передвигаться, и ну, такое использую вот на работу, назад. Багажный отсек, в принципе, меня очень устраивает. У меня до этого был хэтчбэк Toyota, такой в районе как вот класса Golf, и в принципе нормально, да. Сейчас получается здесь багажник, я бы не сказал, что он даже меньше, то есть даже наоборот где-то. Ну вот, еще, кстати, да, у него поднимается задняя крышка багажника, поднимается вместе с задним стеклом, как лифтбэк, и это тоже прикольно, да, то есть что-то такое необычное. Были кабели для зарядки у меня уже в пакете, я покупал, машина была премиум, то есть мне абсолютно ничего не нужно было, заправил и поехали, как-то вот так. Ну вот как бы за 33 тысячи километров, конечно, теперь уже привык. Поначалу я вообще не знал, что выехать, записать, не записать, как записать. Это тоже важно. Из-за этого у нас сейчас первые нарезки, которые вы в этом видео видели, они были записаны уже полгода назад или 2 месяца назад. И сейчас как бы вот я дозаписываю вот именно это. И это именно надо было показать вам в темное время суток. Да? Навигатор, включим навигацию. Как бы, так, подожди-кась. Вот так вот работает навигатор. То есть именно в темное время суток, чтобы вы видели, как он вообще выглядит визуально. В темное время суток вообще вот прям что-то такое, не говорю, необычное, где поначалу было прям дико. У меня даже здесь есть такой ассистент, ну я бы сказал такой автопилот такой, ну секунд на 30 или сколько он там был от завода-изготовителя уже есть. Он у меня в данный момент выключен, иногда его включаешь, но что-то мне не очень нравится, да, потому что иногда вот эти полоски белые прерываются или еще что-нибудь, и может куда-нибудь машину руль дернуть не в ту сторону, а так, в принципе, довольно-таки неплохо его сделали. Также на круиз-контроле спереди стоит камера в бампере, она высчитывает расстояние впереди идущему автомобилю и, в принципе, останавливается за ним до нуля. И потом, в принципе, если я простою больше, чем 5 секунд на светофоре или за ним, он мне потом напоминает, и могу легким нажатием педаля газа, в принципе, продолжить дальше это движение, и как бы, ну, автомобиль будет дальше рулить и газовать, и тормозить. Цена-качество, конечно же, заманивает, и, в принципе, одна из весомых вещей была при покупке, то, что здесь как бы все есть за относительно адекватную цену,
Плюс был еще один хороший 5 лет гарантии завода-изготовителя. Что в немецких брендах как бы такого я вообще не наблюдал ни разу за все года прожитые в Германии, да. То есть здесь ты берешь, и она уже изначально у тебя есть, то есть не надо ничего докупать. То есть 5 лет это уже стабильно моя гарантия с автомобилем, и 8 лет гарантии на большой аккумулятор. Аккумулятор этот, я сейчас не помню, сколько у него точно киловатт, я в интернете досмотрю мощность этого аккумулятора, да, на котором я именно передвигаюсь на электричестве, и на экране вам покажу, потому что я сейчас правда не помню. Это автомобиль уже, поскольку 2 года назад покупался, некоторые технические данные сейчас уже прям с головы вылетели, да. А так, в принципе, все, что надо, ну, знаешь, что рассказал, что, может, уже до этого показал. То есть 1.6 бензиновый мотор, мультимедиа отличная, прям динамики от системы Infinity стоят. Сзади в багажнике у него в кофре еще бас. Это я вот всегда вот кайфую, то есть в плане музыки вообще супер. Ну, такие вот дела. Как бы она исполняет все, что должна была делать, то есть функционал, все это абсолютно адекватно работает. Да, в некоторых местах там где-то пластик потверже, там это. Но это не суть, как бы, ну, это не самые главные вещи в автомобиле, все остальное как бы есть, оно все работает, и все меня вполне устраивает. Плюс свет, конечно, автомобиля, светодиоды, дальний, ближний и все остальные. Да, они в некоторых местах несколько лампочек сэкономили, то есть поставили, пожалуйста, то есть есть лампочки, которые прям именно еще до сих пор со спиралью накала, а так, в принципе, в основном уже все на светодиодной подсветке. Плюс еще здесь внизу, здесь можно зарядить телефон беспроводной, как MagSafe, да, пожалуйста, все работает. Даже на этом ничего не расстраивался. Есть еще одна фишка, когда ты машину глушишь, открываешь дверь, и сиденье начинает оттяжать, как на Мерседесе премиум класса, прям очень премиум. Но я им попользовался полгодика, как подключил функцию давление колес, можно вот так перекрутить, так, то есть не показывать теперь у нас, мы сейчас поскольку не двигаемся, у нас много чего не будет показывать, круиз-контроль, сколько я проехал за рулем. Переключаем. И вот у нас есть свет, дверь, свет, комфорт, сервис, дальше настройки, сброс, да, и вот есть ассистенты, из ассистентов очень много вот этих всяких ассистентов, да, и некоторые из них я просто выключу, потому что они, ну, для меня они не нужны там. И вот самое, конечно, главное, да, вот дистанция, сверху аккумулятор, синий 60 километров электричества, 519 бензин. Потом расход 4.1. Я сегодня, сейчас, поскольку я на спорте ехал, перевалило за 4 литра. Вот, дистанция. На дистанции 3676 километров у меня расход средний в 4 литра бензина, да. Плюс, вот, сейчас я был за рулем, да, вот 42 минуты почти, вот, пожалуйста, 5.2, потому что мы большинство из этого пути, 16 километров, большинство из них проехали прям на бензине в коробке спорт, тогда, конечно, у него обороты больше, все, и здесь он вырешивает компьютер, экономия, нормально, динамично, и здесь, в принципе, показывает иногда вот куда что двигаться, когда мы двигаемся, да, именно когда передвигаемся, показывает, в какую сторону расход энергии идет. Как-то вот так, вот такой вот обзор. Такой обзор автомобиля, именно этого. Я вам сейчас еще раз покажу, как он выглядит снаружи. Именно такой обзор, я думаю, вам не покажет ни один какой-то там журнал, потому что это именно обзор от владельца, а не от тех людей, которые проплатили, чтобы они расхвалили цену качества. Я говорю, вот кто вот цена качество, кто любит много всего за раз и чтобы чуть меньше платить, конечно, да, можно брать.